Всем привет! Те, кто давно подписан на мой канал, наверняка помнят вот это видео. Это было 3 года назад, в далеком 2016-м. В то время я сидел у себя на балконе наедине с тисками, бормашинкой и небольшим набором фрез и думал, что бы такое сделать. И сделал я вот это кольцо. Это было первое видео, которое реально продвинуло мой канал, удвоило число подписчиков, а их тогда у меня было аж 300 человек. Интересно, остался еще кто-нибудь из тех ребят, кто тогда подписался? Тогда у меня не было особого опыта, но был огонь в глазах и желание снять что-нибудь. И результатом стало вот это кольцо. Но теперь оно уехало в Украину вместе с 3D принтером, который я разыгрывал в конце прошлого года. А сегодня я решил попробовать повторить подвиг, сделать то же самое, теми же инструментами, но используя накопившийся опыт. И сделать это немного в другом формате. Первое кольцо было сделано из обыкновенной гайки М16, обрабатывалось оно достаточно легко и имело неприятное свойство ржаветь. Сегодня же я решил немного усложнить себе задачу. Встречайте, гайка М16 из стали А2-70. Это не токсичная, не магнитная, не закаливаемая, устойчивая к коррозии сталь. По-простому нержавейка. Она не вызывает аллергии, хорошо полируется, но достаточно тяжко обрабатывается. Как раз то, что мне сейчас нужно. На самом деле кольцо уже существует, просто оно заперто где-то глубоко внутри этого куска металла. А я лишь помогу ему выбраться наружу. Для начала надо убрать резьбу. Проще всего это сделать вот такой вот фрезой, но тут есть свои минусы. Она генерирует просто огромное количество металлической стружки в виде маленьких остреньких иголочек, от которых нереально спастись, если нет вытяжки. Обычно их можно собирать магнитом, но не в этом случае, ибо нержавейка не магнитится. Поэтому буду использовать простейшие шлифовальные барабанчики. В процессе съема материала гайка сильно греется. Чтобы этого избежать, можно периодически охлаждать ее в обыкновенной воде. Но это приходится делать довольно часто. Поэтому есть другой вариант – использовать сварочный зажим с пружинным фиксатором. Теперь надо избавиться от 5 углов при помощи обычного напильника. И вот такой полуфабрикат у меня получился. Теперь начинается самое интересное. Приклеиваю зарисовку, по ней буду размечать основные контуры. Для этого буду использовать коронковую пилу. Это стоматологический бор, и с ним надо быть крайне осторожным, ибо это, как ни странно, пила. Очень маленькая, но при этом очень злая, острая, если она прилетит на палец, ничего хорошего не будет. И не спрашивайте меня, откуда я это знаю. После разметки черепа убираю крылья, они мне пока не нужны. Основные черты вырезаю закругленным цилиндрическим бором. Для более мелких деталей использую мелкий конус. Настало время вернуть крылья на место. Приклеиваю зарисовки и размечаю будущее оперение. С предыдущим кольцом, кстати, связана еще одна интересная история. Дело в том, что когда я выложил старый ролик, на него обратил внимание Даня Крастер. Он написал коммент и даже запостил его у себя в группе. Многие подумали тогда, что я рекламу у него купил, а вот и нет.
Он сделал это бескорыстно. Так-то мы даже не знакомы лично, если не считать того факта, что я на него подписан еще со времен его видосов про женское ухо, если вы понимаете, о чем я. Поэтому, Даня, если ты меня смотришь, спасибо тебе, чувак. Побольше бы таких авторов нам на русский YouTube. Ну что ж, осталось обрезать лишнее и расширить отверстие для пальца. Чтобы не запороть всю предыдущую работу, оборачиваю кольцо латунной фольгой. Осталось только проработать мелкие детали и отполировать. И вот он, конечный результат. Ну вот как-то так. Как вам такой формат? Давайте так, если понравился, дави на лайк. И если видео соберет, скажем, 1500 лайков, это будет прямой сигнал мне снимать больше таких роликов. Ну а если ты первый раз на этом канале, то спасибо, что досмотрел видео до конца. Подписывайся, дави на колокольчик и увидимся через неделю. А я по традиции пожелаю вам всем удачи и творческих успехов. Пока!